Здравствуйте, дорогие подписчики и гости канала. Я рада приветствовать вас на канале Истории судеб, и вот наша история на сегодня. День у Аркадия Петровича не задался с самого утра. Точнее, это началось еще вчера, но ведь не говорят, что день не задался со вчера. В другой город ему пришлось ехать в душном плацкарте, так как в купе мест не оказалось, так еще и соседи попались шумные. Приехав уже вечером и выйдя из вокзала, он глазами искал такси, но мимо проехал какой-то лихач и окатил его с головы до ног. И вот после этого в такси сажать его уже никто не хотел. «Ну ладно», — подумал мужчина, — «давно я не гулял», и пошел пешком. Подойдя к зданию красивого отеля, он на минутку остановился и залюбовался. Фасад был красиво украшен, а стеклянные двери были натерты до блеска, так, что казалось, что их вовсе нет. Он прошел внутрь и направился к стойке администратора. Там была красивая девушка, которая мило общалась с гостями. Закончив с ними говорить, она посмотрела на Аркадия Петровича. «Вам что тут надо?» — совсем другим тоном спросила она, как будто минуту назад не говорила таким приятным и нежным голосом. Мужчина смутился. «Да мне бы номер снять. Устал очень». Девушка рассмеялась. «Ой, Виталь!» — крикнула она куда-то в сторону. «Ты посмотри, кто у нас хочет номер снять!» Аркадий Петрович, и без того уставший, да еще и плохо себя чувствующий, тихо сказал: «Девушка, мне нужен номер. Любой. У нас мест нет», — дерзко сказала девушка. Мужчина прочитал имя на бейдже: Екатерина. «Екатерина, вот у вас ключи висят. Я вижу, есть места. Я очень устала и хочу отдохнуть с дороги». «Для вас мест нет. Здесь нет места таким, как вы. Вы на себя в зеркало посмотрите». Аркадий Петрович действительно выглядел не очень, но это не давало разрешения разговаривать с ним в таком тоне. Он только хотел возразить дерзкой девчонке, как та начала кричать: «Виталь, ты у нас охранник или как? Иди и выведи его отсюда, еще посетителей распугает». «Екатерина, мне нужен номер», — стоял на своем мужчина. «Я в чужом городе и хочу отдохнуть». «Да мне все равно, в своем вы городе или нет. Виталик, ну долго тебя ждать?» Тут подошел крепкого телосложения мужчина и взял Аркадия Петровича крепко под локоть. «Пойдемте», — грубо сказал он и направился к выходу, чуть ли не волоча за собой мужчину. «Позовите мне управляющего», — сказал Аркадий Петрович, но его уже никто не слушал. Только Екатерина взвизгнула и крикнула: «Ну куда ты его через парадный ведешь? Не видишь, что ли? Подъехали постояльцы и сейчас зайдут. Веди через черный ход». И Виталий повел, точнее потащил. Когда они уже были почти у выхода, из служебного помещения вышла девушка. «Виталий, что вы делаете?» — громко спросила она. «Мне сказали вывести его отсюда. Он надумал в нашем отеле остановиться. Представляешь, вот этот, оборванец!» «А ну, отпусти его!» — приказным тоном сказала девушка. Охранник опешил и отпустил руку мужчины. Он не ожидал такого от простой посудомойщицы. «Я сама выведу, а ты иди отсюда!» И он ушел. Затем она повернулась к Аркадию Петровичу и спокойно сказала: «Вы простите его. Вот груду мышц накачал, а мозгов не прибавилось. Пойдемте со мной». Они вместе вышли в переулок позади отеля. «Меня Алена зовут. А вас как?» «Аркадий Петрович», — смущенно сказал мужчина. «Аркадий Петрович, вам есть где остановиться?» Мужчина отрицательно покачал головой. «Тогда сделаем так. Сейчас подъедет мой муж Алексей. Он всегда забирает меня, и мы поедем к нам. Места у нас не так много, но разместимся. Постираем вашу одежду, а завтра вы пойдете по своим делам, ради которых приехали к нам в город. Хорошо?» «А ваш муж не будет против?» «Конечно нет», — рассмеялась Алена. Когда подъехал Алексей, Алена быстро все объяснила, и тот согласно закивал головой. Мужчины познакомились и поехали домой. Дома Алексей выдал Аркадию Петровичу чистую одежду. Та, конечно, была ему совсем не по размеру, но он с собой не брал вещи. У него были другие планы. А грязную одежду отправили в стирку. Потом сели ужинать. Стол был накрыт скромный, но все было очень вкусное. Молодые не допытывали мужчину, по каким делам он приехал, а просто разговаривали на разные темы. Алена и Алексей оказались оба бывшие воспитанники детского дома. Образование получить у них не получилось, так как надо было на что-то жить. Жили они в небольшой квартире, которую смогли купить, продав их 2 небольшие комнаты в общежитии, доставшиеся от государства. Алена работала посудомойщицей в отеле, а в выходные еще убирала подъезды.
Алексей работал на стройке, хоть ему врачи давно запретили из-за его грыжи. Но молодым операция была не по карману, а зарабатывать было нужно. Аркадий Петрович давно не был в такой дружеской обстановке. На следующий день у Алексея был выходной, и он предложил мужчине задержаться в гостях, так как тот еще не совсем отошел от вчерашних событий. Аркадий Петрович был только рад. А на второй день, когда Алексей собирался на работу, Аркадий Петрович попросил его подвезти к тому самому отелю. Леша удивился, но не стал возражать. Подойдя к уже знакомой двери в переулке, Аркадий Петрович зашел и знакомой дорогой через черный ход пошел к стойке администратора. Екатерина, увидев его, всплеснула руками и громко сказала: «Это опять вы? Да сколько вам объяснять, что тут вам не рады? Владимир Иванович, ну хоть вы ему объясните. Это тот нищий, про которого я вам рассказывала». Владимир обернулся и обомлел. А Катя продолжала: «Вот не научили вы охрану, чтобы они нас охраняли нормально. Пропускают тут всяких». «Аркадий Петрович?» — с дрожью в голосе спросил Владимир. «Да, это я. И это я тут был 2 дня назад. И меня вышвырнули из моего же отеля. Знаешь, когда приболел мой водитель, я немного расстроился, и мне пришлось ехать поездом. Когда не было мест в купе и был только плацкарт, это огорчило меня еще больше. Когда меня окатил неумелый водитель, я думал, что все это самое худшее. Но нет, меня еще не впустили в мой отель. Твои люди даже не поинтересовались, есть ли у меня деньги на оплату номера. Не предложили присесть человеку с дороги, а просто вышвырнули, как котенка. Ты рассказывал, что у тебя тут так прекрасно налажена работа. Что-то я этого не вижу. Я приехал, чтобы обговорить моменты о твоем переводе в новый отель за границей. Кстати, это ты ее хотел с собой взять?» — махнул мужчина в сторону администратора. «Это она самая вежливая?» «Так вот, ни ты, ни она здесь больше не работаете. И охранника с собой заберите. А еще я теперь сам побеседую со всем персоналом и выявлю таких же, как вы. А пока я знаю только одного человека, который может тут работать и у кого есть сердце. Это Алена, посудомойщица. А теперь пошли все вон». Он развернулся и пошел в сторону кабинета управляющего отелем. Нашел там телефон другого администратора и охранника и попросил их выйти в свой выходной, пообещав за это вознаграждение. Когда Алене рассказали, кого она приютила, девушка была в шоке. Она всегда думала, что все богатые люди очень высокомерные, а тут они сидели с владельцем сети отелей у них на кухне, и он хвалил ее еду и пил дешевый чай, нисколько не морщась. Прошла неделя, и в дверь Алены и Алексея постучали. На пороге стоял представительный мужчина. «Здравствуйте», — сказал он. «Меня зовут Андрей. Я от Аркадия Петровича. Разрешите войти?» Алена и Алексей пропустили гостя в квартиру. Аркадий Петрович хотел сам зайти, но ему нужно было срочно уехать. «Здесь», — сказал он, показывая на папку в его руках, — «бумаги с направлением в клинику в Израиле. Там вам, Алексей, помогут с вашими проблемами со спиной. Все уже оплачено. Также вы, Алена, поедете вместе с супругом. Все документы на выезд готовы. Когда вы приедете, то вас, Алена, ждет работа администратора в отеле, а также оплаченные курсы для руководителей, чтобы вы впоследствии стали управляющим отеля. А вас, Алексей, ждет работа начальника отдела по хозяйственной части, а на кого учиться вы выберете сами, и вам все оплатят». Алена и Алексей стояли в недоумении. Аркадий Петрович сказал, что вы, Алена, очень хорошо разбираетесь в людях, и он очень дорожит таким сотрудником. А трудолюбивость и доброта Алексея не знает границ. Поэтому за ваше добро он благодарит вас, и отказы не принимаются. У Алены начали проступать слезы на глаза, и она сильно сжала руку мужа. Но это еще не все. Вот ключи от вашей новой квартиры. Там более просторно, и ближе будет добираться до работы. И если вы не будете против, то как-нибудь к вам туда заедет в гости Аркадий Петрович. А теперь мне пора спешить. До свидания и спасибо вам». Алена и Алексей еще долго стояли и не могли прийти в себя, а потом весело рассмеялись и пошли на кухню пить чай, планируя завтрашний день. Вот такая история, друзья. Как вы думаете, на свете много таких людей, как Алена и Алексей, или больше таких, как Екатерина? Напишите свое мнение в комментариях и не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. До свидания.